Это Румыния. Какой ее еще никто не видел. Взгляд с небес покажет разнообразие этой земли, где горные кряжи хранят древние легенды и деревенские традиции, а современные инженерные достижения и инновации вместе ведут страну в будущее, возрождая ее прошлое. В этой программе мы оглядим с высоты территорию Европы. Мы увидим, как на протяжении целого года с наступлением новых сезонов меняются пейзажи, откроем для себя культуру, историю и технические достижения, создающие величие нынешней Европы. Европа с высоты птичьего полета. Румыния. Румыния располагается на границе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Ее западные соседи – Сербия и Венгрия, а на севере и северо-западе лежат Украина и Молдавия. Река Дунай служит естественной границей с Болгарией на юге, а через сердце страны тянутся Карпатские горы. На территории Румынии умещаются обширные равнины, зеленые холмы и горные скалы. Над Дунаем высечено в камне лицо Децибала, правителя даков, которым в древности принадлежали эти земли. Сказочные замки и церкви за крепостными стенами напоминают о средних веках и господстве саксов. Равнины Румынии отданы под сельское хозяйство. Население страны составляет около 20 миллионов, и в сельской местности из них проживает чуть меньше половины. На сегодняшний день Румыния – один из главных поставщиков продовольствия в Европе. В декабре древние долины Румынии укрывает снег. Крыши домов из красных становятся белыми, а горные городки превращаются в сказочные ледяные царства. В Румынию приходит зима. Зимой лыжные курорты Румынии привлекают около 1 200 000 туристов. Лыжи обрели здесь популярность только в начале 20 века, когда королевская семья ввела моду на зимний спорт. Первые официальные состязания по катанию на санях и лыжах прошли на поле перед тогдашней королевской резиденцией – замком Пелеш. Пелеш впечатляет роскошным убранством. А вот замок Карвинов строился в 15 веке как крепость для защиты границ Венгерской империи. Но один замок привлекает внимание благодаря окружающим его мифам и легендам. Роман Брэма Стокера «Дракула» – мрачная история о вампире-кровопийце, живущем в глубине исторического центра Румынии – области Трансильвания. В подробном описании его замка говорится, что тот стоял на скале высоко над долиной. Есть место, которое подходит под это описание. Это замок Бран. Несмотря на небольшой размер, крепость XIV века привлекает множество посетителей. Каждый год сотни тысяч туристов приезжают насладиться видами замка и проникнуться его связью с жуткой легендой о Дракуле. Незадолго до Рождества куратор Михаэла декоративно оформляет этот символ ужаса.
Наступает праздничный сезон. И какое было бы Рождество без нарядной елки? Бригада устанавливает огромное дерево, а наши воздушные камеры раскрывают тайну отдаленного местоположения замка Бран. Он охраняет единственный перевал на многие километры. Путник, желающий попасть из Трансильвании в соседнюю Валахию, должен был заплатить здесь пошлину или пенять на себя. В средние века этот двор заполняли солдаты, которые готовили еду на кострах и ковали оружие для защиты королевства. А на стенах круглый год развивались флаги, чтобы никто не сомневался в том, кто управляет областью. Флаги преображают облик замка. Мы украшаем ими галерею, но также они напоминают о впечатляющей истории этого памятника. Замок построили в те годы, когда Венгерской империи угрожали турки, Османская империя. Незваных гостей встречал дождь стрел, вылетавших из бойниц в крепостных стенах. Сторожевая башня – самая старая часть замка. Здесь живут любимцы Дракулы – летучие мыши. Хотя кровососущих видов в Румынии нет, часть местной фауны порой посещает замок и оживляет легенды в сознании людей. Замок готов принимать рождественских посетителей, но не хватает одного элемента – огней. В лесистых долинах на севере Румынии полно традиционных городков, которые по сей день процветают за счет торговли деревом. Спускать этот ценный товар со склонов гор очень непросто, особенно в зимние месяцы. Но в одном городе нашли поразительное решение. С высоты север Румынии состоит из горных складок и глубоких долин между ними. Если присмотреться, на перевалах видны рельсы, вьющиеся среди ущелий. Но эта железная дорога не похожа на другие. Это Маканица, последняя лесовозная паровозная дорога в мире. Если мы спустимся к рельсам, то увидим, что паровозы на ней необычные, рассчитанные на узкую колею и в 4 раза меньше стандартных. Более сотни лет эти крохотные локомотивы возили древесину из горных лесов Румынии на лесопилки городка под названием Вишеу-де-Сус. В холодные зимние месяцы поезд отходит от станции затемно, чтобы экипаж окончил свое путешествие к полудню. Сегодня Юлиан и Штефан встали рано, чтобы перегнать паровозик на 31 километр в горы. Им всего 25 и 27 лет, но они выросли в Вишеу-де-Сус и с детства мечтали водить такой локомотив. Чтобы выполнить работу, нужно работать в команде. Машинисту не завести двигатель без кочегара, а кочегару не управиться с составом без машиниста. Экипаж называет свой поезд «Маканица», что означает «пастух», потому что движется он
со скоростью всего лишь 10 км в час, как пастух со стадом. Почти на половине пути приходится остановиться, залить в паровой котел свежей воды из реки и смазать поршни. Много усилий для 21 века. Но Маканица не только возит древесину с горы. В поезде есть и пассажирский вагон для туристов, желающих полюбоваться видами за плату. Если заменить узкоколейку современной железной дорогой, туризму грозит сокрушительный удар. На высоте 600 метров поезд прибывает в депо, где экипаж забирает 10 вагонов с лесом. Но развернуться поезду негде, так что Юлиан прицепляет их спереди. Обратный путь паровоз проделает задом наперед. На данном этапе своей жизни я занимаюсь тем, что мне нравится. До этого я сменил несколько работ, но это самое интересное, и я ее обожаю. Маканица снова послужил своему городу. Доставил самый ценный местный товар на лесопильни и поддержал старую традицию. К концу праздничного сезона на средневековых крепостях и городских крышах тает снег. И леса вокруг города Брашево зеленеют. Приходит весна. Жители городов Румынии наслаждаются весенними парками и концертами под открытым небом. Столица страны Бухарест – это настоящий центр высоких технологий. Здесь вдвое больше профессионалов в сфере IT, чем в среднем по Европе. Еще один растущий индустриальный центр – город Клуж. А недалеко от этих живописных улиц скрывается самая странная достопримечательность Румынии. Трансильвания – обширная горная область в центре Румынии. А в ее сердце лежит город Турда. Этот скромный на вид город скрывает одну из самых зрелищных достопримечательностей Румынии. С высоты смотреть здесь не на что. Парковка, небольшое здание. Если присмотреться, можно еще увидеть череду соленых озер. И все. Зачем же сюда приезжают? Ответ таится глубоко под землей. Здесь находится самый большой в Румынии старинный соляной рудник. Он включает 5 глубоких пещер. Выработка здесь давно прекращена, а то, что разместилось в пещерах, ежегодно привлекает 800 тысяч посетителей. И даже глубоко под землей, с воздуха, открывается поразительный вид. Панорамный лифт опускает людей в пещерный парк развлечений. Здесь находится единственное в мире подземное колесо обозрения, а также озеро с лодками, мини-гольф и другие аттракционы. Экскурсовод Роберт Стойко каждый день приезжает пораньше проверить, готов ли рудник к приему гостей. Как правило, посетители, которые сюда попали, только ахают. Первая задача Роберта – включить более чем 300 фонарей, которые превращают пещеры из черной дыры в чарующий подземный мир. С высоты становится возможным оценить их размеры.
Разработку начали более 700 лет назад, а пещеры – пустоты на месте от извлеченной соли. Эта соль осталась от древнего моря, которое когда-то покрывало регион. Таинственные отметины на стенах – царапины, оставленные молотками и зубилами за сотни лет разработки. Рудник такой большой, что обслуживающий персонал ездит по нему на автомобилях. Сегодня нужно заменить лампу на одном из главных аттракционов. Все готово, и Роберт может приветствовать первых гостей за день. В шахте Терезия люди в основном отдыхают. А вот в шахте Рудольф начинается веселье. Я горжусь своей работой. Это огромная честь. Салина Турда – уникальное место, где люди сберегли прошлое и нашли современный способ почтить свою историю. Весной средневековые румынские городки и деревушки оживают. В Несеуде тысячи граждан в традиционных нарядах отмечают День национального костюма Румынии. Даже в самых отдаленных уголках стараются сохранить не только местные костюмы и культуру. На западе Румынии отрог Карпатских гор рассекает просторная долина. Спускаясь под облака, мы открываем впечатляющее зрелище. Река вьется по равнине, подобная огромной змее, а на ее берегах теснятся десятки деревень. Это коммуна Гурасада. Сельская местность, которая славится старинными церквями. Здесь, по берегам реки Мурыш, жители во многом полагаются на рыбную ловлю и традиционное хозяйство. А их социальная жизнь издревле вращалась вокруг православных храмов. Самая известная из них – церковь святого архангела Михаила, построенная в XIII веке. Буйство непогоды за годы оставило след на кровле здания. Ей требуется срочный ремонт. Кровля выложена дубовыми дощечками на манер черепицы. Таких крыш мало осталось в Румынии. Эта церковь – одна из 4 сохранившихся здесь зданий в таком стиле. Прорехи также угрожают судьбе ярких 300-летних фресок, которые украшают стены колокольни. Сегодня волонтерская организация постарается спасти церковь святого архангела Михаила. Среди добровольцев студент-архитектор Чезара. Она рада пожертвовать временем ради знакомства с искусством деревянной черепицы. Я в восторге. Я могу понять, как строились древние здания в таком историческом месте и лучше узнать наше наследие. Бюджет страны на восстановление исторических зданий ограничен, и волонтеры играют жизненно важную роль. Эта команда работает бесплатно и в первую очередь решает срочные задачи. Заменяет поврежденные кровли, укрепляет шаткие стены. Эта церковь важна для нашей культурной идентичности. Подобные здания возводили только здесь,
причем уже почти 1000 лет назад. В Румынии эта традиция почти потеряна. Обработка дубовых дощечек – необычный опыт. Он сближает команду с древними архитекторами. Многие волонтеры, вроде Чезары, живут далеко от места работы и проведут здесь все лето неотлучно. Но для них возможность увидеть плоды своих трудов стоит таких жертв. 4 месяца спустя вся кровля церкви заново выслана свежей дубовой черепицей. Этот вид радует взоры команды и местных жителей, чьему храму теперь долго ничто не страшно. Дни становятся жарче и длиннее. Песчаные пляжи румынских курортов на Черном море заполняются людьми. Туристы толпятся на улицах древних городов. Все отмечают наступление лета. Лето объединяет всех жителей страны. Фестиваль Липы собирает на зеленых полях лунковицы, желающих насладиться местной культурой и послушать живую музыку. По мере того, как растет суточная температура, в селах наступает пора урожая. Поля составляют большую часть страны. Возделывается около 60% территории, в 4 раза больше земель, чем занимает вся Швейцария. В окрестностях столицы Бухареста поля напоминают яркое лоскутное одеяло. И летом с высоты становится видно, как преображается край. Поля вокруг Амару заливаются ярко-желтой краской, когда менее чем на месяц расцветают знаменитые румынские подсолнечники. Румыния – крупнейший поставщик подсолнечных семян в Европе. Каждый год их добывается около 2 миллионов тонн. Емануэл Динка возглавляет бригаду, которая трудится на одной из крупнейших ферм. Когда проходишь мимо поля цветущих подсолнухов, как бы ты ни грустил и как бы ни волновался, день становится ярче, а ты счастливей. Но желтые цветы не нужны Емануэлу. Чтобы собрать семена, он должен дождаться гибели растения. Жаркое летнее солнце превращает золотые поля в буро-черное море. Дождавшись идеального момента, Емануэл запускает огромные комбайны для скорейшего сбора семян. «120 лезвий разрезают жесткие стебли. Машины проходят по цветочным полям идеально прямыми рядами и отделяют головки подсолнечника от стеблей. Затем ценные семена вытряхиваются из головки и отправляются в бак сзади комбайна. Емануэлу и его бригаде осталось сделать одно. Они выгружают семена в 4 грузовика, а те доставят их на фабрики. Я сам вырос на селе, среди полей подсолнечника и других культур. Но подсолнухи красивее всего. Если бы я родился заново, то хотел бы вернуться в Румынию. Плодородные земли Румынии
и умеренный континентальный климат создают идеальные условия для роста пшеницы, кукурузы и плодовых культур. Другие отрасли включают химическое производство, обработку металла и создание машин. Некоторые продукты вывозятся в Европу по Дунаю, но для международного экспорта важны черноморские порты. Всю известную историю Черное море давало важнейший доступ к европейской торговле. Даже древние греки пользовались портом Констанцы на территории современной Румынии. Заглядывая в Констанцу, мы видим, что древний порт также загружен, как и 2000 лет назад. Каждый год Констанца пропускает до 100 миллионов тонн товаров. Этот участок порта отведен под стоянку и заполнение сухогрузов румынским зерном, включая пшеницу. Зерно хранится в этих огромных силосных башнях. Каждая вмещает до 10 тысяч тонн. Наши камеры запечатлели с воздуха эксклюзивные кадры загрузки на судно «Тор» 60 тысяч тонн зерна для Египта. Этого хватило бы на 84 миллиона буханок хлеба. Главный операционный директор Серхан Ярдимчи. У меня 15 лет опыта управления портовыми операциями. Я этим горжусь, потому что условия для работы трудные. Координировать суда, баржи, вагоны, всю логистику. Все равно, что в шахматы играть. Здесь не заскучаешь. Рабочие сразу приступают к делу. На борт загружается зерно из силосных башен. С высоты становится ясно, что у судна 7 отдельных трюмов. Так вес зерна распределяется равномерно. Если поместить все в один отсек, судно рискует накрениться или даже разломиться пополам. Как только первый отсек наполовину заполнен, докеры переходят к следующему. По команде Серхана с 2 барж насыпают зерно по другому борту. Ковш плавучего крана невелик в сравнении с трюмами, но перемещает до 15 кубометров зерна. Среди чудовищных механизмов едва видны опытные инженеры, от которых зависит весь процесс. 36 человек трудятся в 6 смен круглые сутки, пока Тор не будет готов к отплытию. Этой огромной системе требуется общение и согласованность. Нужно постоянно быть начеку. Нам это нравится. Через 3 дня загружено 60 тысяч тонн пшеницы, и Тор, наконец, может отправляться в Египет. Под весом зерна его осадка увеличилась на 7 метров. Но для Серхана и его команды важно то, что равновесие не нарушено. Наш труд кормит мир. Таков наш девиз. Мы ключевое звено в цепи поставок продовольствия. И поэтому мы стараемся выкладываться на полную. Благодаря усердной работе команды Серхана, Румыния каждый год экспортирует более 12 миллионов тонн зерна и продолжает кормить мир.
Год переваливает за половину, и дельта Дуная меняет свой облик. В городах деревья сбрасывают листву. Холмы вокруг старинных горных селений коричневеют. В Румынию приходит осень. Столица Румынии Бухарест – один из самых быстрорастущих технологичных городов в Европе. Изящные здания конца XIX и начала XX века, такие как Атенеум, здание банка ЦЭЦ и Триумфальная арка, заслужили Бухаресту прозвище «маленького Парижа». При поддержке Советского Союза Румынская коммунистическая партия удерживала власть с 1946 по 1989 год. В это время была ограничена свобода слова и вероисповедания. Напоминанием о том периоде служит огромный дворец парламента. Он построен из бетона, стали и мрамора и весит 40 миллионов тонн. Самое тяжелое здание в мире. Дворец возвели по приказу коммунистического диктатора Николая Чаушеску. Удивительнее всего то, как Чаушеску нашел для него место. В 80-х исторический центр Бухареста преобразился. Чаушеску приказал снести тысячи домов ради масштабного проекта. А сейчас мы видим, как рядом с дворцом парламента вырастает новое здание с золотыми куполами. Это собор спасения нации. Строительство колоссального здания началось в 2010 году. По завершении он станет крупнейшим православным собором в мире. Он уже на 40 метров выше дворца парламента. Николай Крингашу – православный священник, а также координатор строительства. Румыния стремилась к возведению этого собора почти 150 лет, но воплотить эту мечту казалось невозможным до наших дней. Теперь работа началась и, как видите, идет полным ходом. Сегодня Николай контролирует установку одного из центральных украшений на фасаде здания. Это последний элемент оконного наличника. Но его сложная форма и масса в 600 килограммов затрудняют задачу. Строители придумали хитрое решение. Деталь закрепят внутри стальной рамы на колесах. Рама поможет поднять деталь через леса, не уронив, и на нужном уровне установить на место. Самое впечатляющее украшение собора лучше всего видно с высоты. 11 золотых куполов ярко сияют на солнце. Центральный купол – третий по высоте в мире. Он достигает 124 метров. Когда я вижу позолоченные купола, то чувствую, что под ними укрывается нечто ценное. Это сложные и полные борьбы жизни румын, которые посвятили свое сердце Господу и соблюдают заветы веры. У многих этот проект вызвал неодобрение. Строительство обойдется в 400 миллионов евро. Значительная сумма для бюджета. Но Николай считает, что собор подчеркнет статус Бухареста как современной европейской столицы. В столицах всех европейских государств есть крупные значимые соборы. Только в Бухаресте такого не было. Теперь, если мы его достроим,
по воле Господа Всемогущего, то, наконец, сравняемся с другими странами Европы. На Дальнем Востоке Румынии раскинулась самая обширная в Европе речная дельта – устье Дуная. Каждую осень румыны воздают должное рыбной ловле, устраивая фестиваль ухи. В этих просторных болотистых землях обитает более 300 местных видов птиц, включая самую большую в Европе колонию розовых пеликанов. Темно-зеленый изгиб дельты Дуная так велик, что заметен из космоса. В основном он пролегает в Жудеце Тулча. Несколько веков этот регион почти не имел связи с остальной страной, отрезанной от нее Дунаем. Но если присмотреться сейчас, оказывается, что скоро все изменится, благодаря смелому проекту. Это мост Бреила. Когда окончится строительство, стоившее 485 миллионов евро, он станет самым длинным подвесным мостом через Дунай и вторым по величине в континентальной Европе. Вьорел Ешану – один из ответственных за стройку инженеров. Этот мост значительно улучшит жизни людей на этом берегу. Я благодарен за возможность работать над этим проектом. Сегодня наши воздушные камеры запечатлеют значимый момент. На высоте 192 метров отважные инженеры завершат установку последнего стального каната в системе подвеса. Строители ходят по металлическим решеткам, которые не скрывают пугающий вид внизу. Чтобы работать в таких условиях, от нас требуется храбрость и преданность своему делу. Хитроумное колесо поднимает последний канат по 2-километровому пути. Рабочие уплотняют его молотами. Канаты моста тянутся 16 нитями через вершины опорных башен. Вскоре на них подвесят 86 отлитых из бетона блоков 2-километрового настила. Почти 20 минут работы молотом, и Вьорел доволен укладкой последнего каната. Хорошо. Наконец, этот важный этап строительства моста завершен. Я горжусь мостом и счастлив работать с командой, которая неустанно трудилась ради достижения этого ключевого момента. За 2,5 года эта стройка преобразила необитаемый берег Дуная в колоссальное сооружение, почти готовое пропускать до 7000 автомобилей в день и вдохнуть новую жизнь в самый удаленный регион Румынии. На севере Румынии несколько церквей пережили коммунистический режим, укрытые в глубине Карпатских гор. В их числе монастырь Бырсана, известный своей кровлей из деревянной черепицы и высокими шпилями. А еще один пример
с высоты представляет собой крайне необычное зрелище. Если смотреть из-под облаков, Карпаты напоминают волну, которая накатывает на Румынию. На севере они обрамлены глубокими речными долинами и горными деревнями. Приближаясь, мы замечаем неожиданно яркое зеленое здание. Оно сияет, как изумруд. Это Церковь Рождества Пресвятой Девы Марии. Православная часовня построена в 1886 и сохраняет популярность среди туристов. Но люди приезжают сюда не только полюбоваться высоким шпилем и цветной крышей. Они посещают кладбище. Здесь более 800 ярко украшенных крестов рассказывают истории почти всех покойников города Сыпынца. Георги Станколцун – тот, кто создает новые кресты и поддерживает на кладбище порядок. Любой посетитель кладбища познакомится с жителями Сыпынцы, узнает, как они зарабатывали на жизнь, чем занимались и так далее. Такого нигде в мире больше нет. У нас уникальная традиция. Эти необычные кресты славятся и тем, что изложенные на них истории бывают неожиданно откровенными и забавными. Под этим тяжелым крестом спит моя теща. Не будите ее, а то вернется домой и голову мне откусит. Другие кресты хранят память о роли людей в сообществе, о счастливейших моментах в их жизни. Из-за душевных эпитафий и ярких изображений это место прозвали «веселым кладбищем». Сегодня День всех святых. Особенная дата для Георгия. Он хочет обновить краску на старых крестах, чтобы они встречали гостей в идеальном состоянии. Когда солнце садится, кладбище освещает сияние тысяч свечей. Это семьи усопших собрались почтить их память. Георгий зажигает свечи на важной для него могиле. В ней покоится первый, кто придумал раскрашивать кресты – Стан Йоанн Петраш. Он умер в 1977, оставив более 700 разных крестов, включая свой собственный. С наступлением ночи кладбище заливается светом. С высоты это поразительное зрелище. Второго такого места нет. Веселое кладбище сохраняет жизни покинувших нас людей. Они продолжают существовать в сценках на расписных крестах. Они как будто не ушли, всего лишь отдыхают здесь и дожидаются нас. Много веков жители Румынии пользовались дарами своих плодородных земель. Сейчас они борются за сохранение традиций и преодоление трудностей прошлого. Румыния – страна старинных легенд и технических инноваций. И это сочетание создает современное европейское государство. Программа озвучена на студии «Велес».